fait sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent, comme l'homme qui sait en se voyant mourir, qu'il n'aura plus jamais de temps. Un jour de pluie, il aurait pu chanter, faute au destin, faute à la chance, faute à ces cordes qui s'étaient cassées. Son chant s'appellera silence, il peut toujours le commencer. Сколько себя помню, мне всегда хотелось быть следователем. Знаете, всякая романтическая чушь из кинофильмов и книжек. Преступник всегда убегает, а благородный следователь его преследует. А вот так, чтобы благородный следователь убегал от преступника, такого в кино не бывает. Извините. Так вот, вначале никакого следователя, конечно, не было. Не было Кости Меркулова, не было Риты. Был стажер Александр Турецкий, 25 лет от роду. Это я. Еще в апреле этого года комиссия по распределению молодых специалистов отправила меня на практику в Мосгорпрокуратуру. А вот как раз на этой фотографии я с однокурсниками после распределения. Но здесь не очень хорошо получилось. А это отец с мамой. Отец погиб на севере, почти сразу после моего рождения, поэтому его я не помню. Шурик! Чё дрыхнешь-то все? Пойди посмотри, во что твои джинсы превратились. О, японский городовой! Утюг есть? Есть. Неси. Здорово, бабки! Ой, Вилас, вчера с гастрономии документы проверяли прямо посреди дня. А тех, кто в это время на работе должен быть, прям в кутузку и увозили. Ты что, с ума сошла, черт? Что ты, ненормальная? Ира, будьте сознательным элементом, погладьте мне джинсы. Это с какой-то радости. А когда вы всю валюту в национале заработаете, я на вас женюсь. Ой, нахрен ты мне сдался-то? Ну тогда расскажу, что нужно делать, чтобы документы не проверяли. У нас вчера инструктаж был. Да? Да. Ну ладно. Ой, Сашка. Не нужен мне Саша Турецкий, и Африка мне не нужна. Ты, фраер, ты же обещал сказать, что мне делать-то, чтобы документы не проверяли в магазине? Ира, не ходите в рабочее время в магазин. Ходите на работу. Должен вам сказать, мне сильно повезло. О, это мой шеф и наставник Константин Дмитриевич Меркулов, следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, личность из ряда вон выходящая. Стандартность решений ему чужда даже в личной жизни. Несколько лет назад старый холостяк Меркулов влюбился, как первокурсник. Объектом его любви была тихая женщина Лёля, да еще, как говорят, с грузом в образе белокурой девочки Лидочки.
История, это, конечно, смахивает на даму с камелиями, но с привкусом соцреализма. Сегодня мы дежурим на Петровке. Каждый московский следователь из опытных обязан отдежурить сутки по городу. Сегодня 17 ноября. Сегодня я увижу Риту. Где Грязнов? Да вон в машине дрыхнет. Недокомплект у нас, Константин Дмитриевич. Вы стажер здесь, я здесь. Криминалист вон, бежит. О, Семеновича. А медэксперт Добрый день. отсутствует. А кто сегодня дежурит? Рита Николаевна, счастливая. Первая градская больница. Счастливый, часов не наблюдает. Вы куда? Да-да, конечно. Сейчас. Пропуск. Вот. А у меня инструкция. От начальства приказ никого не впускать. Видите, никого не впускаю, не вас одного. Приходите через полчасика. Правительство едет, мы вас пропустим. Секретно. Ответственному дежурному по ГУВД Мосгорисполкома. Служебная телефонограмма. Сегодня, 17 ноября 1982 года, в 12 часов 45 минут милицейским патрулем на ВДНХ СССР обнаружен труп неопознанного мужчины, висящий в петле из проволоки. Поскольку данный случай носит неясный характер, прошу выслать на место происшествия оперативно-следственную бригаду МУРа. Замнач Бабушкинского РУВД, подполковник Братишко. Хорошо, кто будет проводить оперативную работу по этому делу, МУР или районный розыск? Пожалуй, мы. Прекрасно, давайте. Скажите, товарищ Меркулов, здесь убийство или самоубийство? Убийство. Нормальный человек в такую маленькую петлю голову не всунет. Ну, если предположить, что он сам повесился, то при таком вот классическом расположении тела, когда ноги находятся далеко от земли... Все мне нравится в этой удивительной женщине. И строгие глаза, и льняные волосы. Ее манера все объяснять. И даже то, как она одевается. Рита никогда не говорит о своем муже, будто его и не существует. Но, конечно, все знают, что генерал-майор советской армии Сергей Иванович Счастливый служит сейчас в Афганистане. Ну что, Константин Дмитриевич, нашли какой-нибудь полезный гриб? Или одни поганки попадаются? Константин Дмитриевич, можно вас на минутку? Взгляните. О, черт. Как утверждают парень и девушка, они видели потерпевшего, и с ним двоих. Высокого атлетически сложенного брюнета и блондина среднего роста в клетчатом пальто. Есть показания лейтенанта из зацепления. Он видел потерпевшего, который пытался пройти на выставку. Он волновался. В руках держал портфель. Константин Дмитриевич, как вы думаете, кто он? А черт его знает. Главное, откуда валюта. Не дай бог, какой-нибудь чин из МИДа или внешторга. Да. Конечно, поставил в известности КГБ и МУР и УБХСС. А нас вешают. Я уверен, что через час они все о нем будут знать. Кончай ночевать, ребята. Вызов. Конечно. Убийство. В гостинице «Советская».
Давай, Александр Борисович, прокрутимся с самого начала. Хорошо. Молодая спортивного вида женщина, которую обнаружили мертвой, в гостинице не проживала. Этот номер забронирован на имя Виктора Николаевича Ракитина. Интересная деталь. Днем жилец 311 номера оставил для этой женщины записку. Когда горничная подошла к 311 номеру, оттуда доносились голоса. Быстрый женский, как будто в чем-то оправдывающийся, и настойчивый мужской, спрашивающий о каких-то дубликатах. Горничная вернулась на место и прочла записку. «Лера, я поехал на встречу с Бигги. Жду в номере, Виктор». В этот момент раздался странный звук, похожий на хлопок, как будто захлопнули окно. И из номера вышли двое мужчин. Один высокий, брюнет, второй блондин в клетчатом пальто. Горничная вошла в номер и увидела убитую. Смерть этой женщины наступила от огнестрельного ранения в сердце. При осмотре найдена гильза, а также записная книжка с единственной записью на букву «Л», Леся 15Р. И инициалами на первой странице, очевидно, владелица записной книжки. Куприянова В.С. Выдвигаю версию. Куприянова убита людьми ее любовника Ракитина. Поэтому, если отыщется этот гражданин, то убийство будет раскрыто автоматически. Не будет. Только что с ВДНХ звонил подполковник Братишка. Труп опознан. Фамилия убитого Ракитин. Ракитин Виктор Николаевич, жилец этого номера. Совершенно очевидно, товарищи юристы, что эти оба преступления имеют что-то общее. Предлагаю объединить оба дела в одно и передать Бабушкинской прокуратуре. Все, отбой. Сегодня суббота, 18 ноября. У нас в квартире испортилась уборная. Засорилась, то есть. Дерьмо переливается через край унитаза. В квартире напряженка. Ну чё, мужик? Засор! Бригада нужна! Да я и сам знаю, что засор. Куда пошел-то? Очинить кто будет? Слушайте, хватит вам выяснять, кто прав, кто виноват. Сейчас говно на второй этаж просочится. Что за выражение, молодой человек? А еще следователь. Я называю вещи своими именами. Это не говно, Саша. Здравствуйте. Это фекальные воды. Извините, но ваше дерьмо льется к нам на газовую плиту. Слушаю. Алло. Здрасте, Константин Ильич. Саша, несмотря на то, что сегодня суббота, тебе придется приехать в прокуратуру. Причем немедленно. Хорошо. Нет, вы только посмотрите, что там творится. Чё понапихали, чего? Полковник, не стройте из себя цацу. Здрасте. Как это вам ничего не было известно? О решении вашего начальства перекрыть доступ на выставку, вашу мать. Мои дзержинцы действовали правильно, согласно инструкции. Не знаю, товарищ генерал, по какой инструкции действовали ваши болваны, но операцию по поимке Ракитина вы провалили, вашу мать. Успокойтесь, товарищи командиры, вопрос ясен. Значит, вы, товарищ Павлов, вели своего американца, журналиста Звигнева-Подгурского, зная, что у него должна быть встреча на выставке, но не знали, что встретиться он должен с Ракитиным. А ты, Владимир Константинович, выполнял инструкцию КГБ? Похоже, Меркулов был прав, когда говорил вчера, что повешенным придется заниматься нам. Ну и нюх. Только при чем здесь КГБ? Что это еще за история с американским шпионом? Зачем нам шпион? Ну, работа. Ладно. Как говорят, любишь хозяина, люби и его собаку. Константин Ильич, а... Да, кажется, вляпались мы с тобой. А почему дело на нас повесили? Дело Ракитина затребовал КГБ. А наша славная прокуратура то ли из профессиональной гордости, то ли из большой любви к комитету передавать дело отказывается. Ну и правильно, что отказывается. Тут тонкая политика. Давить на нас будут с двух сторон. Пока что мы идем домой, к Ракитинам.
Вы извините, что я вас на кухне принимаю, но мы привыкли в лучшие времена здесь сидеть судачить. Только у нас правило, мы не курим в квартире, вы уж извините. Угу. Константин Дмитриевич, могу я вам задать один вопрос? Ты, Алексей, можешь задавать столько вопросов, сколько хочешь. Боюсь, что ответов у нас нет. Тогда, если я смогу быть вам чем-нибудь полезен. Хорошо, мы будем иметь в виду. Запиши телефон Саши. Угу. Безрукий. Тоже мне помощник нашелся. Иди в комнату и сиди там, если вести себя не умеешь. Успокойся, мама. Иди. У Виктора были все данные для карьеры, плюс папины связи. Его дела пошли довольно быстро. И уже было мнение отправить его в Вашингтон советским торпедом. Но решение не последовало, что-то сломалось. Виктор, конечно, отмалчивался, я обратилась к отцу, и то, что я узнала, было ужасно. Он не принимал директив, исходящих из ЦК и Политбюро, и они решили, что это ревизионизм, и приписали ему политическую близорукость. Вам понятно, о чем я? Мы как-то сидим не по-русски, мужики. Выпьем. За упокой Витиной души. Извините, я сейчас. Ну, железная баба. Моя мама на ее бы месте давно в обмороке валялась, а это... Да. За успех нашего безнадежного дела. Можно и за это. Я ему всю жизнь говорила. Всю жизнь 100 раз говорила. Посмотри, посмотри, где ты живешь. Какой народ, какой народ. Живи для себя, для сына живи. Нет, ему всю жизнь посвятила. Да ну что я из-за бабы это все, из-за бабы. Сумочку свою с кем-то не поделил. Корзинами этой балерине таскала. Мне за всю жизнь цветка не преподнес, а тут корзинами цвет. Кто эта балерина? Ее зовут Валерия Куприянова. Шура, это опять я, Меркулов. Мы сейчас приедем. Мне нужна информация. Валерия Куприянова. Балерина. Так, значит, выдохнул, глотнул, занюхал огурцом и сброс. Давай. Хорошо. Хорошо. Куда ж ты? Я сказала огурец, огурец, скорее. Ну, эх ты. Эх, сидеть бы нам сейчас здесь с вами в полночь, если бы эти дети и внуки Дзержинского не были бы такими засранцами. Ну? А правда, Константин, мои ребятишки делают подобную работу гораздо профессиональнее, чем эти хваленые чекисты. Здравия желаю. Ну, что ты там стоишь? Входи давай. Мой зам, Артур Андреевич Красниковский. А чем? Где твоя балерина? Дело в том, что она пропала. Не явилась на утреннюю репетицию «Золотого века». На вечерний спектакль тоже не пришла. Это ж наша убитая. Из советской. Пришлось срочную замену произвести. Что и требовалось доказать. Завтра поедешь на опознание. Огурчик. Давай. Теперь, что касается владельца значка номер 10569, мастер спорта СССР, найденного на месте преступления. Значок принадлежит Игорю Волину, руководителю спортклуба секции самбо Московского университета. По вашему указанию мы его сегодня водили целый день. С утра он был на центральном рынке. Затем с 3 до 5 находился у своей любовницы, Лены Васильевны Смагиной. За квартирой Волина и его любовницы установлено круглосуточное наблюдение. Все. Ой, мальчики. Волина берем тихо и без спешки.
Алло? Алло? Идиотство какое-то. Конечно, идиотство. Вот тот в шапке волен. Добрый день, капитан Сергеев. Ваши документы, пожалуйста. А в чем дело? Да так, небольшая проверка. Простите, ваша машина похожа на ту, которая значится в розыске. Придется осмотреть. Не волнуйся, коллега. А я не волнуюсь. Это что такое? Подарки. Родственникам. Немного ли родственников? Дипломат ваш? Мой. Откройте. Вам помочь? Спасибо. Внимание всех служб милиции и ГАИ. Поступил срочный розыск по Москве и области. Волин Игорь Николаевич, тренер спортивного общества «Наука», 52-го года рождения. Секретно. Начальнику 2-го отделения МУРа, подполковнику милиции Руслановой А.И. Рапорт. Согласно вашему указанию, мною, капитаном милиции Грязновым, и моей группой проводится наружное наблюдение за гражданкой Смагиной Е.В., проживающей на Фрунзенской набережной, 48. В 14:30 объект покинула магазин и направилась по улице Горького в сторону Белорусского вокзала, где попыталась поймать такси. Объекту Смагиной было подставлено такси капитана Федотова. Объект Смагина назвала свой домашний адрес. С 15 часов 7 минут нашей группой проводится прослушивание всех разговоров и шумов в указанной квартире. Ну подожди, не паникуй. А чего они тебя ищут-то? Я не понимаю, горю. Юрий Леонович, Рыжего. Шмотки сегодня перевозил. Ну, но они что? прикопались из-за машины. Покажи багажник, да покажи. Ну, я открыл, а там Юрка, сука, Что? сумку положил. А там денег, наверное, на лимон. И пушка. Вот гад. А ты чего? Ну я-то сразу понял, что это мокрым делом пахнет. Ну и свалил. Ой, господи, что ж теперь будет-то? Игорек, ну что теперь будет? Да ничего не будет, все будет нормально. А давай уедем. Прямо сейчас, потихонечку. Давай, дурачок, давай. Выйди из квартиры. Они наверняка на меня в розыск подали, дура. Ой, какой кошмар. Наш номер не прошел. Она его не вытащила из квартиры. Давай лучше выпьем. Что будешь, коньяк, водку? Слышу, не глухой. Ладно, дадим им выпить, а там видно будет. А? Страшно, иди-ка. Дурочка ты. На, выпей коньяку. Иди сюда. Иди сюда. Ну сними с меня все. Все вот так. Подожди. Ну не сразу, нет. Я хочу поцеловать. Порнография какая-то начинается, шеф. Какие будут указания? Заткнуться и ждать. Стой! Стой, не двигайся! Боже, как я его люблю. Нет, вы меня извините, я так работать не могу. Грязнов, поднимай группу захвата на 5-й этаж. Предупреди, Волин, чемпион страны по самбо, может быть вооружен. Дверь открывать по-тихому, только когда они будут кончать по моему сигналу. А что, они будут кончать по вашему сигналу? Ох, умник, ты меня дождешься. Приступай к исполнению. Что это у вас здесь происходит?
Он что, и душит, что ли? Он ее унижает, товарищ подполковник. Извините за выражение. Прекратите это безобразие. Есть. Товарищ начальник, не мешайте работать. Грязнов, ты меня слышишь? Слышу. Если будешь еще хулиганить в эфире, пойдешь в отпуск в декабре. Понятно, Константин Дмитриевич. Вы нам хоть молоко за вредность пришлите. Кто у тебя будет открывать дверь? Техник Суздаль. Хорошо, приготовьтесь. Только брать живым. Он уже ее 25 минут пашет. Не он ее, а она его. Грязнов, пошел! Ракитин. Ракитин Виктор Николаевич, начальник главка внешторга. Как выяснилось позже, работавший также на стратегическое управление КГБ, приходит на выставку электронного оборудования для встречи с американским журналистом Збигневым Подгурским. У него был портфель. За ним следует двое. Ракитину не удается встретиться с журналистом, ну и через некоторое время его убивают. А портфель исчез. Вечером того же дня в гостинице «Советская» убита балерина Куприянова. Ищут дубликаты чего-то. Ну, возможно, того, что находилось в этом портфеле. Арестован также некто Волин, владелец значка «Мастер спорта», найденного на месте преступления. В его же машине обнаружен пистолет с глушителем. Ждем результаты экспертиз. И нам нужны контакты Куприяновой. Товарищ стажер, разрешите обратиться к товарищу следователю? Разрешаю. По приказу начальника МУРа прибыл ваше полнейшее распоряжение. А у нас сегодня в МУРе такие заказики выдавали. Ух ты! А то. Прошу. О! Ну, спасибо тебе. У нас с женой будет большой праздник сегодня. Красота. Сколько я тебе должен? 16 рубликов. Ой. Дмитрич, я вам еще и работку подвалил. Позвони минут через 15. Так, составлен акт в том, что почерк, которым исполнена в записной книжке запись Лёся 15 рублей, принадлежит гражданке Куприяновой. Ну, что касается балерины, не было у нее ни родственницы, ни подруги по имени Леся. Я прочесал весь театр. Значит, плохо чесал. Ладно, я сам займусь. Не было. Не нашел, а то не было, не было. Погоди кипятиться, Дмитрич. Я, между прочим, вам еще подарочек принес. Вывод. Представленный на исследование билет Федерального резервного банка США достоинством $100, серийный номер. Так, выполнен при помощи кустарно изготовленных плоских печатных форм офсет. Фальшивка, что ли? Я возвращался на рассвете, был молод и я и вот купил, и на цыганском факультете образование получил. Благодарю за внимание. Но как твой Волин? А что Волин? Волин утверждает, что деньги и пистолет принадлежали некоему Леоновичу. А, кстати, значок. Действительно, Волин играл на бегах в августе. Все, поставил тогда на топаза, продул. Захотелось отыграться, снова поставил, снова продул. Ну и попросил тогда в долг у Казакова. А он говорит, давай что-нибудь по залог.
А что дашь, если пустой? Ну, дал ему портбилет, значок этот. Значок он до сих пор не вернул. Я просил потом, много раз просил. А он говорит, вот когда должок полностью вернешь, тогда и все получишь сразу, все свое барахло. Чем занимается Казаков? Заправляет делами на московском ипподроме. Бизнес отличный. Ну, а для вида работает замдиректором в Елисеевском гастрономе. У дружка своего, Юрки Соколова. Разговорчивый твой Волин. А он из чистеньких. Ночью параши просидел и раскололся. Ты займись Казаковым, а Саша в морг. Анна? Там в коридоре ее муж, сходи. Как ваше имя, отчество? Николай Петрович. Следователь Турецкий. Николай Петрович, скажите, вам что-нибудь говорит имя Леся? Олеся? Не было ли у Валерии Сергеевны знакомой, родственницы, может быть, подруги с таким или похожим именем? Нет. Леся? Да. Не припоминаю. Николай Петрович, пожалуйста, если вдруг вы вспомните, позвоните вот по этому телефону Меркулову Константину Дмитриевичу. Вон твой Грязнов. Все, что не делается, все к лучшему. О, привет. Привет. Ну что, не заходишь? Все хорошеешь. Ну, зайди. Я по делу. Ну, хорошо, кто тебе нужен? Знаешь такого Казакова? Володю? Конечно. Он здесь у нас бывает со своим прихлебателем Липахером, Мосфильма-сценаристом. А Липахере потом. А где мне его найти? Я думаю, на лошадках. Не понял, подробнее. Какие вы на Петровке непонятливые. Вся Москва знает, что Володя Казаков бывает каждое воскресенье на бегах, на ипподроме. А, понял, не дурак. Ну что, водочку? Коньячок? Нет. Труба зовет. Кофе будешь? Нет, я здесь кофе не пью. Давай поедем ко мне. У меня дом настоящий, бразильский. Соседка достала. Но если у тебя есть свободное время, то поехали лучше к моим друзьям. Ну вот и хорошо. Поезжайте, прогуляйтесь. Виданное ли дело молодым целый день в говнище возиться. А по какому случаю гости? Да не по какому. Кстати, сегодня день артиллериста. А у меня муж артиллерист. Значит, я тоже артиллеристка. Год пробыла в Афганистане. После этого Склифосовского раем покажется. Правда, не получилось из меня артиллеристка, как и жена генерала. Тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил
ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул «Берегись!», но было поздно. Давай поедем ко мне. Нет, мы поедем ко мне. Ты думаешь, наверное, что я умная, а я дура. Он пришел к нам в школу на выпускной вечер. Тогда мне очень его форма понравилась. Мы с ним танцевали дурацкие вальсы. Потом он привез меня в эту квартиру. Потом я стала его женой. Ой, боже мой. Алло? Рита? Да, я. Извини за ранний звонок. Мне нужен Саша. Сейчас. Меркулов тебя. Меркулов? Алло? Константин Ильич, в чем дело? Нам надо срочно ехать за город. Позвонил муж Куприяновой. Он сказал, что Леся, не Леся, а Лёся, Лёсик. Так Куприянова называла своего учителя музыки Люциана Романова. Он живет в Болшево. Мне нужны вы все. Рита, ты и машина. Извини. Но так уж получилось, что я тебя вычислил. Он нас вычислил. Ну и что? Разве это имеет какое-нибудь значение? Делать будем? Спокойно, мистер. Здравствуйте. Здравствуйте, Люциан Германович. Последний раз Валечка навещал меня в воскресенье. Она была одна? Нет. Она приехала вместе со своим поклонником. У нее всегда много было поклонников. Фамилии я не знаю. Зовут Виктор Николаевич. Она не занимала у вас денег? Да, иногда занимала, но на этот раз она приехала просто так. Прикатили на Черной Волге, посидели часа два и уехали. Оранжерею мою долго осматривали. У вас есть оранжерея? Ну, все мое богатство. Ой, красота какая.
там внизу что такое? Это самое ценное, разные виды рассады. Калифорния, малютка. Это только рассада. Так, 15 тре. Понятых, Константин Ильич. К черту понятых. О, Господи. Совершенно секретно генерал-майору госбезопасности товарищу Касарину ВВ. Спецдонесение. 5-е отделение продолжает разработку по делу об убийстве Ракитина ВН. Домашние телефоны следователя Меркулова и стажера Турецкого поставлены на прослушивание. Из беседы с одной из соседок Турецкого выяснено, что Турецкий не ночевал дома. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. Следователь Меркулов в 11:30 вышел из дома. Сделав несколько пересадок в метро, ушел из-под нашего наблюдения. Член следственной группы капитан Грязнов в настоящее время находится на московском ипподроме, где проводит разыскную работу по обнаружению Казакова Владимира. Приветик, Володечка. Василий велел передать, чтобы вы были поосторожнее с его товаром. Товар, деньги и все остальное перепрячьте куда-нибудь. Но осторожно. Ваш друг Волин взят. Да и вами Мур интересуется. Там один из них с вашим мальчиком разговаривает. Ах, хрен собачий, только этого еще не хватало. Даю кусок. Этот в кожаном цветной. Не расстраивайтесь, Володя. Василий звонил в большой дом. Там согласились принять все, что вы привезете, под обычный процент. Вы же знаете, что это самый надежный банк в нашей стране. Еще просили передать, чтобы на допросе, если вас вызовут, вы держались смело, вас выручат. Да, кстати, у вас только сутки в запасе, Володечка. Больше Волин не выдержит. Ну что, Липахер, будем сдаваться или как? С тех пор, как я покинул родной Луганск и приехал в Москву, вот уже 10 лет я сотрудничаю в «Пионерской правде», нештатно. Состою на связи в КГБ. И как осведомитель вывел на чистую воду немало неблагонадежных личностей. И поэтому сейчас, с превеликим удовольствием и с гражданским мужеством, я дам все нужные вам показания на Казакова Владимира Георгиевича. Сейчас поедем. Оперативники вернулись. О, товарищ Липахер, старый знакомый. Казаков живет в высотке на Котельнической. Дверь заперта. Лифтерша показал, что он полчаса назад заезжал, забрал какие-то чемоданы, тюки и уехал куда-то на Тойоте. Разрешите мне внести посильную лепту. Сегодня в 3:30 Казаков должен встретиться со своим телохранителем у Московской кольцевой, у развилки с Рязанским шоссе. И вместе с ним затем прибыть в поселок Луховицы, поселок Верховного Совета. Товарищ Липахер, Родина вас не забудет. Хотелось бы. Надо ехать. У меня такое ощущение, какое-то шестое чувство, что на всех на нас, здесь присутствующих, можно здорово положиться. Так вот, во имя безопасности вас и ваших близких, никому ни слова не только о нашей находке, но вообще о посещении этого дома. Ну, Грязнов, не достанет мне Казакова, разжалую в участковое, все.
Видно, что-то у Славы не вытанцовывается. Ага. Плохому танцору знаешь, что мешает? Ждем от сил еще 15 минут и отваливаем. Первый. Я второй. Иду за ним по кольцу. Впереди мотоциклист. За ним Казаков на Тойоте. Следуйте за мной. Шура, нас обстреляли! Сучий мотоциклист ранил водителя, а Казаков ушел. Вызывайте скорую. Скорую быстро и объявите розыск. Внимание всем постам. Разыскиваются серебристые Тойоты и мотоцикл Ява, движущиеся по направлениям, ведущим из Луковиц. Внимание! Поступил в розыск Казаков Владимир Георгиевич. Особые приметы. Упустили, гада. Да, дохлое дело. Уже полчаса прошло. Может, заскочим? Ты что, с ума сошел? Здесь же сам товарищ Георгадзе проживает, секретарь Президиума Верховного Совета. Поехали. Алло, мам, это я. Саша, я звонила много раз. Тебя нет и нет. Приезжай завтра вечером. Мы тебя ждем. А что случилось? По какому поводу, гости? Соскучилась, это раз. Давно не видела. А во-вторых? Бонжур. Бонжур. Саша. Абалё. Ну ты даешь. А как же? Ты знаешь, он хочет тебя со своим другом познакомить. Это насчет твоей работы. Друг, знаешь, большой человек. Ты меня слышишь, Саш? Вот устроить тебя на приличное место и... Знаешь, мать, мне некогда, работы много. Саша, я тебя очень прошу, сделай это для меня. Пожалуйста, приезжай. Только рано не обещаю, годится? Годится. Угу, пока. Гражданин, далеко едем? Документики имеются? Стой! Стой, стрелять буду! Кто там? Передай по радио! Задержал опасного преступника! Он и мой напарник ранены! И давай гони до конечной без остановки! Я не могу без остановки, меня с работы выгонят! Гони твою мать! Я же стрелял в воздух. Начальник следственной части Леонид Васильевич Пахоменко занимается невообразимой хреновиной. Ведет досье на каждого из своих сотрудников. Вносит в аккуратно разлинованные листы все, что ему доносили стукачи. Где-то есть и моя папочка. Поближе садись. Ну что ж, Саша, скоро конец твоей стажировки. Саш, я только что разговаривал с прокурором Москвы, товарищем Машковым. Я бы хотел, чтобы ты, как комсомолец, нас правильно понял. Мы хотим попросить тебя, как коммунисты, ради дела, которому мы все служим, ради нашего общего дела, вот о чем. Каждый день должен приносить рапорт о том, что ваша бригада сделала за день по этому делу, по делу Ракитина. Ну, от этого отчасти будет зависеть и твое будущее. Сработаемся мы с тобой или не сработаемся. Ну, естественно, чтобы никто об этом не знал, понятно. Как? Ну, вот и отличненько. Я знал, что ты парень толковый, мы сработаемся. Ну вот, начнем со вчерашнего дня. Ну, что там было? Вчера. Вчера? Да. Вчера. Вчера я отдыхал, занимался личными делами, с товарищем Меркуловым не общался.
Могу письменно. Нет, нет, не надо. Ну что ж, отличненько. Есть ко мне вопрос? Все ясненько, Леонид Васильевич. А у вас еще ко мне есть вопросы? Нет, нет, вопросов нет. Отличненько. Ну что ж, я вас больше не задерживаю, товарищ Турецкий. Вы можете быть свободны. Да, я вам там с Меркуловым подбросил несколько дел. Выберите себе что-нибудь по вкусу. Ну, хотя бы там о краже, антиквариат. И постарайтесь довести это дело до конца. Это вам зачтется при аттестации. Не задерживаю. До свидания, Леонид Васильевич. Я эту яву еще вчера заприметил. А почему? Пацан мой все такую клянчит. У вас здесь, наверное, грибов полным-полно. Так дачники все выбирают. Слава, Слав, ты меня слышишь? Слышу. Как там наши дела в Липецке? Порядок. Сначала он Красниковского по городу мотал. Потом в автомастерскую зарулил, хотел Тойоту на запчасти разобрать. Там и взяли. Теперь мотоциклист, некто Лукашевич, дважды судим. Так что осторожнее там. Вижу лесничего, едет на газике. Справа от него наш пассажир. Разрешите действовать? Отставить. Я сама. Стой! Стой, мужики! Ага. Стой. Молодцы. Хорошо. Ага. Спокойно, Лукашевич. Ручки кверху. Молодец, послушный мальчик. Константин Дмитриевич, в Союзной по распоряжению Андропова формируется спецбригада для расследования каких-то преступлений в самом МВД. Павла туда послали, а Пахоменко его дела на нас кинул. Куда их солить? Что, мне других следователей, что ли, нету? А что там? Квартирная кража у вдовы профессора консерватории Тер Погосян. Выкрали редкую антикварную коллекцию. Предварительная оценка 884 669 рублей. Среди похищенных бантик с бриллиантами, золотые подвески с амурчиком. Сегодня вот такой хоккей. Помотайся по комиссионным. Бантик с бриллиантами. Серьги золотые с амурчиками. Всего 146 наименований. Поймите же, это музейный экспонат. И серьги с амурчиками, и гребень. По существу такие вещи нельзя отдавать в частные руки. Музейные вещи мы не пропускаем. Это же вы, Эмилия Гавриловна, загнули, прошу прощения. Сгустили краски в полурассказа. Товарищ из прокуратуры может подумать, что у нас черт знает, что делается. У нас порядок в бухгалтерии. Золотой бантик и серьги золотые с амурчиками были сданы в магазин и проданы в один и тот же день, 23 октября сего года. Продавец Леонович. Юрий Юрьевич? Совершенно верно. Квитанцию оформил я. Понятно. Скажите, вам знакома фамилия Тер Погосян? Аллу Александровну, очевидно, имеете в виду? Да. Очаровательная женщина. Часто наведывается. Вот. Но она птица очень высокого полета. В наших квитанциях ее нет. На, Меркулов, читай. Только что на свою голову этого мотоциклиста расколола Лукашевич. Эй. Все чемоданы и тюки с деньгами, золотыми слитками и алмазами Казаков вместе со мной и Генкой Фроловым отвез в Большой дом. Там Михаил Порфирьевич Гергадзе проживает, секретарь Президиума Верховного Совета СССР. Успокойся, Шура. Успокойся, Шура. Ой. Ну вот скажи ты мне, скажи, нахрена папу гармонь, нахрена это мне надо было? Кому звонишь? Сергей Андреевич, привет. Костя Меркулов. Слушай, Сережа, ты обедал? Тогда я приглашаю. Будапешт.
Или в Прагу. Успеешь? Не беспокойся, столик будет. Иди доставай сотню. Лучше 1,5. Не каждый день с инструктором ЦК КПСС обедаешь. Подожди, подожди. Костя. И галстук найди. Галстук. Костенька. Юра решил навести порядок в стране. Пора, держи их, мать, очистить нашу Русь от брежневских халуев. Чтобы отучить простой народ воровать, надо сначала дать по рукам всем этим Щелоковым, Шибаевым, Медуновым, Георгадзе. Георгадзе — это тебе не Медунов какой-нибудь. Второй человек в президиуме. Попытаюсь сегодня же пробиться к Андропову. Давай свои бумаги. Пойдешь ко мне в замы? Знаешь, в чем историческая миссия Андропова? Не в том, что он намерен один все менять в государстве. Он ведет к власти специалистов в различных областях жизни. Новое поколение партийцев. И мы сделаем все, надо лишь убрать весь этот мусор у нас под ногами. И если завтра, девочка моя, мы сломаем шею твоему, то Юрий Владимирович, вот увидишь, предложит мне место прокурора Москвы. Тогда ты, я уже решил, пойдешь ко мне в замы. Моя фамилия Терпогасян. Мне сказали, что дело передано турецкому. Это вы? Я. Проходите, присаживайтесь. Здесь список свидетелей, проходящих по вашему делу, которых вы сами назвали при первом допросе. Все эти люди так или иначе интересовались вашей коллекцией. Но я бы назвал ваш список одноплановым. Ведь вам приходилось продавать, покупать, менять некоторые вещи из вашей коллекции. Тут должны действовать иные лица. Ловкачи, доставалы. Естественно. Приходилось и приплачивать, и услуги оказывать. А как же иначе? Ну, а почему в вашем списке нет Юрия? Это какого Юрия вы имеете в виду? Ну, это уж вам решать, какого. Он же не мой знакомый, а ваш? Загадками изволите говорить. Что за Юра? Что-то я не припомню. А вы хотите сказать, что ни одного знакомого Юрия у вас нет? Ну, почему же? Есть, наверное. Сразу не припомнишь. Надо вспомнить, Алла Санна. Нет, я не настаиваю, я советую. Дайте ваш пропуск, пожалуйста. В конце-то концов, коллекцию украли у вас, а не у меня. Да. Знаете что? Давайте я подумаю. Угу. Дома. До свидания. До свидания. Я просыпался на рассвете, был молод я и вот купил, и на цыганском факультете. Значит, Кость, насколько я понимаю, в пулях это пулька от иностранного пистолета. Что касается твоего Казакова, живой. Так что дня через 2 сам с ним и побеседуешь. Шура, это Меркулов. Пришли 2 человек охраны в Бурденко. Срочно. Бумажки я потом оформлю. Ну все, пока. Что это? Это папины записи. Он их берег, и поэтому я не хотел, чтобы они попали в чужие руки. Когда они пришли, я успел достать пакет из письменного стола и спрятать. Кто они? А вы не догадываетесь? Пришли 3: майор, полковник и еще один в штатском. Он был главным. Когда это случилось? За день до вашего прихода. Они перерыли всю нашу квартиру, но, кажется, ничего не нашли. Только маму зря напугали. Вы ее простите, что она вам ничего не сказала. Я тоже не мог, ведь квартира могла прослушиваться, правда?
Леша, а ты уверен, что эти трое были из КГБ? Внук генерала ГРУ не может ошибаться. Если я вам понадоблюсь, не звоните к нам домой, звоните Юле. Ладно. До свидания. Всего доброго. Так что впечатление от Погосян довольно бесцветное. Меня Пахоменко в сексоты вербовал. Он всех вербует. Что нашли у Лёси? Какая разница? Слушай, Костя. Давай, сейчас пойдем на брудершафт пить. Но мне все-таки непонятно, почему и кто его убил. Убил его Казаков. Ага, которого, в свою очередь, тоже кто-то хотел ликвидировать. Пули, которые из его башки достали, не из пистолета милиционера. В самом деле, пора выпить. Привет. Начальник 15-го Лужниковского отделения милиции Акулов. Выпить не дадут. Его убила Габьё. Это ежику понятно. Они ищут документы. Сначала искали у Ракитина дома, потом в гостинице «Советская», теперь идут по нашим следам. И не имеет никакого значения, знаю я об этом или нет. Черт возьми, Саша! Казаков пешка в большой игре. И я не имею права вмешивать тебя в эту игру. Неужели непонятно? Если на тебя начнется охота, я не дам за твою жизнь трамвайного билета. Мы ищем убийц Ракитина. Один уже найден. Найдем другого. Все, точка. Мужик, далеко живешь-то? Уже рядом. Тогда без шапки дойдешь. Поносил? Дай другим поносить. Алло! И тебе! Ну и... Шапка. Костя, ты шапку потерял. На цыганском факультете. Ракитин нес в портфеле сверхсекретные государственные сведения. Это была копия плана захвата Советским Союзом мирового экономического рынка. И самое главное, военный захват стран, которые добывают нефть, уран, бокситы и прочее. Как ты сказал, кто его убил? Габьё. Где услышал? Сам придумал. Это ваше мнение? Произвести обыск у секретаря Президиума Верховного Совета? Свое мнение, Юрий Владимирович, я основываю на мнении следователя Меркулова, который ведет это дело. Хотя... Продолжайте. Я хотел сказать, что делать обыск у секретаря Президиума Верховного Совета СССР, конечно, опасно. А держать на таком ответственном посту взяточника и жулика, по-вашему, не опасно? Давайте, товарищ Емельянов, не будем страусами. Санкционируем обыск у Георгадзе. Сергей Андреевич, пора тебе на самостоятельный участок работы. Сегодня ты назначен прокурором Москвы.
А я только что с хоккеем, мать. Вот такой хоккей. Сашка, дорогой, спасибо, что пришел. Ну ладно, как вы тут? Ничего. О, здрасте, Павел Семенович. Добрый вечер. Штрафную? Ну, а закусочку потом. Да что же ты, вот, познакомься, Василий Васильевич Касарин, твой коллега. В некотором роде. Что в некотором роде? В некотором роде коллега. Кстати, Елена Петровна, а ведь мы с Борисом Борисовичем Турецким были хорошие друзья. А вы знаете, я помню, он что-то рассказывал мне про вашу дружбу. Хотя, знаете, столько лет прошло, я могу ошибаться. Друзья, мы удаляемся на кухню заваривать чай особым китайским способом. Саня, загляни потом. У меня к вам, Александр Борисович, разговор доверительный. Я генерал-майор государственной безопасности. Я верю. Хотел пригласить вас к себе в кабинет, потолковать там. Потом решил лучше здесь. Мы вот с вашим отчимом знакомы, а главное, с вашим отцом. Я как бы несу за вас моральную ответственность. Не люблю хвалить людей, но отец ваш, Саша, был башковитый. Он на экономическом был, я на философском. Встречались, обсуждали Маркса, Ленина, спорили. Не без этого. Надо понимать, Александр Борисович, время разделило мир на два враждующих лагеря. Социализма и империализма, извините за банальность. А победитель в борьбе бывает только один. Маркс говорит, что победят красные. Я верю Марксу. Но больше я верю русскому человеку Ульянову Ленину, который открыл замечательный закон. Диктатура пролетариата есть ничем не ограниченная власть, и власть эта опирается на насилие. Понимаете, на насилие. Ну, а время только расставило акцент. Сначала вместо диктатуры пролетариата появилось понятие партия, партия коммунистов. И теперь диктатура принадлежит государственной безопасности. КГБ, авангард КПСС. Вопрос стоит так. Вы с нами или против нас? Что-то я не понимаю, Василий Васильевич. Разве ж я не с вами? Прокуратура частица партии, значит, я с вами. Прокуратура — это так, помойку разгребать. Я что, неясно выражаюсь? Хорошо, отбросим демагогию. Будешь работать на КГБ? Конкретно на меня. Перспективы такие, что тебе и не снилось. Нам нужны интеллигентные люди. Ну, а что я должен делать? Я руковожу операцией «Экспорт». Слышал, наверное. Там замешан Ракитин. Мне бы не хотелось забирать у прокуратуры дело Ракитина, но знать, что там происходит, я должен. Ну, а почему вы не обратитесь непосредственно к Меркулову? Меркулов работает на ЦК, ни на какие контакты с нами он не идет. Кроме того, я получил сведения, что новым прокурором Москвы Андропов утвердил Емельянова. В общем, тут сложная политика. Ну, а что конкретно я должен делать? Ну, во-первых, сказать простое слово «да», согласен. Во-вторых, оформить подписку и информировать меня о деле Ракитина. Я Турецкий Александр Борисович, 57-го года рождения, уроженец города Москвы. Исходя из высших интересов советского государства, добровольно соглашаюсь работать на органы советской государственной безопасности и выполнять только личные инструкции генерал-майора госбезопасности товарища Касарина ВВ. Мне разъяснено, что в случае разглашения государственной тайны и сокрытия сведений, имеющих государственное значение, я могу быть привлечен к уголовной ответственности по статье 64 УК РСФСР вплоть до высшей меры наказания – расстрела.
Мне надо выйти. Василий Васильевич, а вы даете гарантию, что у меня не будет неприятностей в прокуратуре? Даю. Какую? Честное слово генерала КГБ. Александр Борисович, разве у вас есть другой выход? Интересно, выключил ли я чайник перед отъездом? Да не волнуйтесь вы, Константин Дмитриевич. Вот увидите, операция пройдет успешно. Чего надо, ребята? Сюда нельзя. Я подполковник милиции Русанова. У меня срочный пакет к товарищу Гергадзе. Как говоришь, твоя фамилия? Сейчас скажу. Мужики, вы чего? Мужики! Это он не меняет, он тебя снимает. Вам нехорошо, Михаил Порфирьевич? Может, врача вызвать? Хорошо, нехорошо, какая разница? О чем ты говоришь, мальчик? Георгий, приезжай ко мне. Приезжай. Жить больше не хочется. Это ты понимаешь? Обыск можешь проводить, если Андропов санкцию дал. Не бойся, стрелять не будем. Вызови врача. И скажи ребятам, пусть начинают. Сейчас это. Подумаешь, 1 миллион. 10 миллионов там найдешь. Картины, побрякушки. Все это не мое. От людей пришло, к людям и уйдет. Возьмет кто-нибудь трубку или нет? Слушаю. У нас 2 новости. Ну начни с хороших. Ну, с хороших, так с хороших. Только не знаю, какая новость лучше. Ну-ка, давай отсюда быстро. Мне сообщили, что Вали вчера отсюда, я сказал! в ресторане Вали, придурок! Вали!
Вместе с ним подстрелили Фимача, погасили Мазер. Леонович ранен легко, его мы, брат, с собой чуть не проморгали. Ну, а плохая? Час назад умер Георгадзе. Как? Как умер? Так, факт налицо. Его вызвал к себе Андропов, потребовал объяснения о найденных нами миллионах. Ну, тот вскрикнул, упал, врачи констатировали. Я в ЦК, а ты поезжай на Петровку к начальнику УБХСС. Хорошо. Ну, товарищи офицеры, посмотрим, нет ли здесь каких фигулинок из коллекции Тер Погосян. Ну? О, брошка-бантик. Минуту. Ага. Ага. Сережки. С амурчиками. Тоже из коллекции. Вот вам протокольчик допроса водителя автофургона Софтранс Авто, на котором все это богатство должно было быть вывезено за кордон, где черным по белому записано, что некто Леонович поручил ему вывезти мешок с ценностями. И самое интересное, вчера была стрельба у бывшего Совоя. Ранен Юра Леонович. Вот показания шофера Софтрансавто. Ознакомьтесь, пожалуйста. Хорошо. Что вы хотите узнать? Прежде всего, каким образом к вам попали представленные здесь вещи? Я их купил. Купил у гражданки Тер Погосян в гостинице «Украина». Это была единичная покупка? Нет, ну что вы. Это было достаточно регулярно, в частности, для убитого господина Мазера. Скажите, а вам не знакома фамилия Ракитин? Как зовут? Виктор. Виктор Николаевич. Не знал. Как это в тяжелом состоянии? Вы дежурный врач? Как ваша фамилия? Леонович в тяжелом состоянии. Да чепуха какая-то. Наверняка что-то перепутали. Мы только что его допрашивали. Когда это случилось? Леонович умер. Похоже, этого убрали. Я думаю, это отравление. Скорее всего, синильная кислота. Вскрытие покажет. Вскрытие – это пока самая точная область современной медицины. Старшая сестра говорит, что отлучалась на минутку. Вот в эту минутку к Леоновичу в палату зашла процедурная сестра. По описанию темноволосая, лет 30. Я проверил. Такой служащей в отделении нет. Что вы там интересного вычитали, любезная? А вы знаете, от чего умер Достоевский? Ну, как не знать. Стар был, от того и умер. Ошибаетесь, любезный. Великий писатель умер от обыска. Понятно? Вам, любезная, надеюсь, это не угрожает. Не надо диспута, капитан. Конфабуляция. Алсан, вы, как я вижу, человек образованный. Не знаете, что это слово означает? Конфабуляция – это своеобразное психическое заболевание. Стремление выдавать желаемое за действительное
Я правильно изъясняюсь, Александр Борисович? Ёлки-палки. Матрица. $100. Откуда это у вас? Александр. К радости криминалистов Казаков не отличался страстью к гигиене. И под его ногтями обнаружено целое скопище микрочастиц. От кирпичей, найденных на месте убийства Ракитиного ДНХ, веревки, которой был задушен Ракитин, и в-третьих, 4-х, 10-х, 45-х и так далее. В общем, Казакова, можно сказать, мы изобличили. А вот со вторым дядькой в клетчатом пальто. Но что-то, как говорит Красниковский, не вытанцовывается, да? Главное, на пиджаке Казакова никаких следов от прикрученного значка не обнаружено. Ладно, давай ты, Семен Семенович. В баллистической экспертизе установлено, что в Казакова стреляли не с того места, где находился сержант, а из тамбура. Так что вы на это скажете, Константин Ильич? Да ничего хорошего. Мы также ничего не знаем, как и в день убийства. Да, кстати, вы нашли эту Лесю? Нашли. Ну и что? Да ничего. Подруга Куприяновой по имени Алиса приехала из-за границы, привезла парфюмерию, балерина задолжала ей 15 рублей. Думаю, что не вернет. Это понятно, Константин Дмитриевич. Так если я не нужен, товарищ начальник, я... Свободен. Ну, тогда общий привет. Иди, иди. А мы с Александром Борисовичем поедем в Леонозово. Добрый день, Алла Александровна. Прошу садиться. Садитесь, садитесь. Как вы себя чувствуете, голубушка? Я надеюсь, Алла Александровна, вам известна статья 38 Уголовного кодекса о чистосердечном раскаянии и прочих смягчающих вину обстоятельствах. Поэтому предлагаю перестать валять дурочку и рассказать, кто надоумил вас совершить кражу из собственной квартиры, кто передал вам вражеское клише для напечатания фальшивых долларов и прочее. Например, как вам удалось отравить Юрочку Леоновича? Что ты меня на понт берешь? Положила я на твою матню. А будешь нахалку шить, мой Иван тебя завалит. А теперь веди меня в камеру. Видишь? Невменяемая я. Что за ужасные выражения, Алла Александровна? Артур, давай по-быстренькому. Русланова вызывает. Слав, побудь тут с дамой. Я мигом. Алла, срочно сообщи, куда ты спрятала вторую половину клише, твой В. Сначала вытащи меня отсюда, Алла. Если Касарин будет уверен, что дубликаты Ракитина у нас, он нас постарается убрать. Или в психушку. Сейчас мы едем к отцу Виктории Ракитиной. К Лешиному дедушке? Если он захочет, он нам поможет.
Совершенно секретно генерал-майору госбезопасности Касарину. Спецдонесение. В 12:48 в центр поступило телефонное сообщение от капитана милиции Грязнова о том, что Меркулов, Турецкий и криминалист Моисеев провели разбор результатов криминалистических и иных экспертиз. Следователь Меркулов проговорился Грязнову о том, кто такая Леся, указанная в записной книжке Куприяновой. Это гражданка Сметюк Алиса Федоровна. Алиса Сметюк нам подтвердила, что она действительно продала своей подруге Куприяновой польскую косметику, но денег так и не получила. В 13:02 Меркулов и Турецкий прибыли в Южный порт на территорию автокомбината, откуда скрылись в неизвестном направлении. Входите, входите, я мигом управлюсь. Люблю, знаете, в своем хозяйстве возиться. Божиться не стану, но мои помощники в побежденном Берлине, где я учреждал в 45-м нашу резидентуру, утверждали, что пистолет этот когда-то как бы принадлежал самому Гиммлеру. Слабость имею к личному оружию и патологическим личностям. Как бы вам получше объяснить эту мою слабость? У этих типов больше, чем у нормальных людей, как бы развито сверхподсознание. Это еще Фрейд подметил. Я изучал фашистские архивы. Все эти Гитлеры, Геббельсы как бы предчувствовали свой печальный конец. Напрасно улыбаетесь, молодой человек. Я ведь тоже кое-что предчувствую. Например, ваши каверзные вопросы. Я как бы про вас все знаю. На медне Алешкина девица от вас депешу доставила. Вы Меркулов, а это Турецкий. Он вам помогает, а? Что это вы, молодые люди, как бы ошеломленные? Или не знаете, как со мной разговаривать? Да вы садитесь, садитесь. Вас интересует, любил ли я моего зятя Ракитина Виктора, то есть, или относился к нему как тесть к зятю? Так вот, любил и люблю. Так, может быть, не любил никого, кроме внука своего и этой вот бабы, моей второй жены. Поэтому я весь перед вами, пользуйтесь. Ради Витиной памяти готов выложить вам все, что не сказал никому. Расскажите о Касарине. Касарин. Это было 7 марта 1982 года. Из Берна в Амстердам прибыл автофургон. В фургончике было ни много ни мало $10 миллионов для одной иностранной компартии. Фактически отправитель ЦК КПСС. А фиктивный – подставная фирма «Контекст». Шифр. Шифр. Не назовешь шифр, твой друг сгорит. Пришлось шоферу отдать ключи и рассекретить защиту. Мешки с долларами перекочевали к нападавшим. Ракитин настаивал на расследовании этого дела, обращая внимание начальства на тот факт, что Касарин в это время был за границей, что в это время при непонятных обстоятельствах погиб еще один советский агент. Это дело замяли. Замяли и другое дело о $50 000, которое напрямую вело к Касарину. Вот я вам тут кое-что накидал. А теперь уж ваша задача, товарищи прокуроры, сложить из этого поленницу. Да так, чтобы она не развалилась. Советую поговорить с другом Виктором, полковником КГБ Пономаревым.
Ты меня слышишь, девочка? Турецкий, ты что, не мой? Ты кто? Я Лида Меркулова. Дочка Константина Дмитриевича. Да, только он мне не родной папа, но я его называю папой, потому что мы с ним договорились, что он мне будет как родной. А почему от тебя пахнет бензином? Турецкий, пойдем отсюда, а? Они меня схватили, сдвинули в машину и куда-то повезли. И я ничего не видела, мы ели хлеб. Турецкий, держи, не падай. Мы приехали, там сидел ты, Турецкий. Только я еще не знала, что это ты. Они били тебя по щекам, говорили, кончай придуриваться, вот. И другой достал шприц с большой иглой. Они стали делать тебе уколы. Ты открыл глаза, они говорят, ну, Турецкий, говори, немедленно признавайся, куда вы с Меркуловым дели дневники. Господи, где мы? Так быстро сослать не могли. Работа по математике Солнечногорской школы. Значит, Солнечногорск. Октябрьская железная дорога. Только где эта самая дорога? Вон там поезд. Там. Держи. Пойдем, пойдем. Они тебе сделали укол, а ты, Турецкий, очень громко кричал. Тогда Большой принес какую-то большую квадратную бутылку. И стали мне чем-то пальто поливать. По-моему, это был бензин. А другой достал зажигалку и говорит: вот смотри, Турецкий, как дочка твоего начальника, как факел вспыхнет. А ты, Турецкий, вообще ничего не соображал, рот открывал, но ничего у тебя не получалось. И тогда Высокий сказал, что ничего мы уже не добьемся, потому что мы переборщили. И стал ругаться и обзывать тебя кретином и какой-то падлей. Все, времени больше нет. Или мы уберем Касарина, или он уберет нас. Где ты так надрался-то? Саш, что случилось? Саш, что случилось? Выходи за меня замуж. Он дурак напугал. Валерий Сергеевич. Константин Дмитриевич. Мне Цапко рассказывал о ваших делах. Скажите, а у вас есть стопроцентное доказательство против Касарина? Думаю, что да. Мы уже однажды рассматривались в 14-м доме, в Кунцево, на коллегии КГБ. И знаете, к какому пришли решению? Считать Ракитина лицом, проявившим неавторизованную активность. У нас существует внутренняя 47-я инструкция, по этому правилу чекист не имеет права обращаться с жалобой в другое ведомство через голову начальника, а Виктор обращался и дошел до политбюро. Следующий шаг после неавторизованной активности. Коллегия принимает решение, и наши ребята устраивают автокатастрофу, несчастный случай, ну или что-нибудь в этом роде. Значит, Ракитин был официально приговорен к смерти. Касарин. Касарин отличный работник, почти гений разведки, а то, что он манипулирует ценностями, это не важно. Это даже в порядке вещей. Я хочу дать вам совет. В бытность свою председателем КГБ Андропов ввел новые правила. Ну, чтобы избежать круговой поруки,
он приказал в вестибюле главного здания КГБ повесить особый почтовый ящик. Каждый час производится выемка содержимого ящика, и все кладется на стол Андропова. Федорчука. Чебрикова. Вчера подписан указ о переводе Федорчука в МВД, а председателем КГБ назначен Виктор Михайлович Чебриков. Когда я вам могу подвести письмо? В любое время. Адрес вы знаете. До свидания. Ты мне так и не ответил на мой вопрос. На какой вопрос? Выйдешь ты за меня замуж? Ну, хорошо. Я выйду замуж за Сашу Турецкого. Есть ли у вас какие-либо подозрения по поводу покушения на вашу жизнь? Стал бы я с тобой разговаривать. Он меня пожалел. Он же пришить меня хотел. Так что теперь я его буду жалеть? Он же боялся, что я все расскажу про Куприянову, Ракитина. Это же Василий приказал их убить. И про драгоценности, что у Георгадзе. О ком вы говорите? Кто такой Василий? Василий Васильевич Касарин, генерал КГБ. Были у вас личные счеты с Ракитиным и Куприяновой? Да в глаза бы я их не видел. Как же вы решились на убийство незнакомых людей? Попробовал я не решиться. Касарин все обо мне знал. Мог в любой момент меня сдать. Это он меня устроил на ипподром и к своему дружку в Елисеевске. Я шестерка, а Батар он. Вы что думаете, это золото, эти африканские алмазы, что Георгадзе на дачу таскал, это что, мои? Все его. Все. Васина. Да. Приемная Чебрикова. Да. Меркулова. Константин Ильич, вам из приемной Чебрикова звонят. Я слушаю вас. Константин Дмитриевич, с вами говорит помощник председателя комитета госбезопасности генерал-полковника Чебрикова. Виктор Михайлович получил ваше письмо и ждет вас через полчаса. Машина вышла. До свидания. Хорошо. Сейчас придет машина от Чебрикова. Очевидно, он нас примет на явочной квартире, где он встречается с личными агентами. Константин Дмитриевич, за вами машина пришла. Рита! Ой, Саша, я к тебе. Садись, Ой. мы торопимся. Здрасте.
Они не ожидали, что с нами поедет Рита. Тот с автоматом ее увидел не сразу. А она его увидела и закричала. И тот невидимый ползанул сначала по крику, потом вокруг. Их в первую очередь интересовали документы. Поиски машины, которая нас привезла, ничего не дали. Александр Борисович, Грязнов не звонил? Запропастился куда-то. Вот постановление об объявлении местного розыска и взятии Виталия Шикуна. Саша, я в отставку подала. Так вот. Буду грибы на даче собирать. Слушаю. Александр Борисович. Да. Моисеев, зайди на минутку. Хорошо. Давайте, Александр. За упокой души Риты Николаевны. Это просил вам передать Косте, если с ним что-нибудь случится. Саша, свертки копий документов Ракитина. Почему Касарин любой ценой хотел завладеть документами? Ракитин собирался передать информацию о Касарине на Запад. И Касарин смертельно боится этого. Тогда ему конец. Позвони по этому телефону Дэвиду. Скажешь от меня. Передай документы ему, он знает, что с ними делать. Меркулов. Ира! Ира, вот тебе номер телефона. Запомни. Пойдешь на угол Сивцева вражка. Там телефон-автомат. Посмотри вокруг, чтобы никто не видел и не слышал. Попросишь Дэвида. Скажешь, что ты по поручению Меркулова. И что мне необходимо с ним сегодня встретиться. Поняла? Поняла. Сегодня. Ага. Иди. Ага. Ты чего напугал? Ну что? Значит, Дэвид у своей подружки, у Катьки Ферсановки. Завтра улетает, ждет тебя сегодня. Улица Победителей, 9. Пойдем-ка прогуляемся до остановки.
ты хотел? Этого! О, привет, турецкий. Здорово, Лидочка. Здравствуй, Саша. Я уже Ну, опаздываю. как ты, Дмитрич? Докорми его. А я в 5 приду. Опять каша. Веди себя прилично. Ладно. Будешь? Нет? Турецкий, а меня в октября-то приняли. Поздравляю. Держи. А меня оставили в прокуратуре, в твоей бригаде. И на цыганском факультете образование получил. Кто-то, я не знаю кто, а скорее всего никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек тот пожилой, на Арбате дом жилой. В доме летняя еда, а на улице среда переходит в понедельник безо всякого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до догадки, не до дна, не докопался до глубин. И ту, которая одна, недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно. А он шутил, не дошутил. Осталось недорешено все то, что он не дорешил. Ни единой буквой не лгу. Он был чистого слога слуга. Он писал ей стихи на снегу. К сожалению, тают снега. Но тогда еще был снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не добежал бегун-беглец, не долетел, не доскакал, а звездный знак его терец холодный млечный путь локал. Смешно, не правда ли? Смешно, когда секунд не недостающее звено. И недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине?